Доброе утро, день или вечер. Сегодня я расскажу, как писала вот эту работу. Берите чаек, кофеек, присоединяйтесь. Прежде всего о цветах, которые я здесь использую. Потом расскажу о тоне в этой работе и о композиции. Буду показывать вам цвета вот этой треугольной маленькой кистью. Ну что, начну с зеленых и синих. Не пейзажи я часто начинаю с холодного зеленого, веридоновый зеленый, ультрамарин. Следующий синий у меня морская голубая. Это как веридоновый с ультрамарином в смеси. У меня на фирме Шинхан. Я покупаю не первый раз тюбик. Краски отличные. Зеленый-оливковый. При покупке всегда есть градация. Он может быть более теплый, может быть более холодный. У меня есть готовый цвет в тюбике, называется цвет песка. В составе белила, охра, чуть синего или чуть черного. В моей палитре есть часто жженая сиена. Она мне заменяет красное. Можно сказать, это красный с желтым. Жженую сиену я использовала вместе с маджентой, чтобы сделать ее более холодной. В этой работе я использую часто растяжку между маджентой и жженой сиеной. Сейчас вы увидите, как они между собой похожи по тону. По цвету, конечно, есть разница большая. На переднем плане фигуры я писала оранжевым. Теперь о мелках и карандашах. Я использую, как обычно, Neocolor 2. У меня здесь серый такой нейтральный. Мне он нравится тем, что куда его не положишь, он будет кстати и не будет мешать. Главное в нашем деле угадать с тоном. Цвета карандашей коричневые, разные. Более холодные, более теплые. Вот 3 оттенка, которые я пользую. Что тут происходит по тону? Мои персонажи, эти ребята, которые греются на солнышке, на берегу реки, они находятся ближе к нам, являются цветовым и тоновым акцентом в этой композиции. Также светлое у меня небо, но по тону темнее, чем вот нижняя часть, где сидят дети. В поддержку к этой веселой компании у меня на противоположном берегу реки есть куст. Он как бы по массе, но в более маленьком варианте повторяет то, что происходит впереди. Далее за этим кустом на том берегу есть еще большая масса деревьев. Это можно назвать ритмом. Смотрим слева направо. Ребята, которые сидят впереди, потом куст на дальнем берегу, и за ним еще большой куст. Раз, два, три. Большое дерево, которое свисает над этой компанией сверху и закрывает часть неба, является элементом, который направляет наш взгляд вниз. Как линия, как стрелочка, которая указывает нам, куда смотреть. У меня осталась запись процесса этой работы. Итак, основные моменты. Избавляюсь от белого листа. На этом этапе всегда такая экспрессивная, неаккуратная живопись. Всего лишь для того, чтобы увидеть один цвет рядом с другим и понять, как по тону вытянуть. Как вот сейчас я персонажами занялась, потому что я понимала, что они будут у меня какого-то теплого цвета. Гора сначала была зеленой, а потом я подумала, что нужно ее посадить в пространстве, сделать ее на заднем плане. Для этого мне понадобится в глубине использовать холодные цвета.
Штрихую небо серым мелком. Он холодного оттенка. И когда он туда становится, уже создается ощущение воздушной перспективы, что в глубине холодные цвета, на переднем плане теплые. Немножко добавляю вот зеленого в горы, как будто там какие-то кусты на склонах растут. Списываю гору, чтобы немножечко привлечь внимание на передний план, потому что если будет по тону контраст в глубине, взгляд углубится туда. А синий для интереса я так и не поняла, зачем я его посадила туда такой яркий. Может быть, без него бы было легче и лучше. Но по тону он здесь на месте. Следовательно, я могу туда садить любой цвет, который мне нравится. На переднем плане внизу, в нижней части у меня есть контраст, как желтый с синим. И я думаю, что поэтому я в глубину посадила такое синее пятно светлое, для того, чтобы уравновесить синее в композиции. Это все, что я хотела сегодня вам рассказать. Спасибо, что были со мной. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк и подписаться. Всего доброго, пока.